Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Что произойдет до конца июля? Неожиданные события ближайшего будущего. 2 недели. Ровно нам остается до конца июля. Середина лета, по сути дела. Так. И давайте с вами узнаем. У нас сегодня из двух частей будет наш прогноз состоять. Цыганский старинный пасьянс. И на картах Таро мы рассмотрим как раз, что же там за неожиданности такие или неожиданные события ожидает ваш знак зодиака. И, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но подсказку альтернативную дать может. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Я же для подсказок приглашаю вас на свой сайт. Есть и по западной астрологии прогнозы по знакам зодиака, а также есть по году рождения. Именно прогноз как гороскоп на моем сайте. Переходите, читайте, есть и статьи по психологии. А мы начинаем. Что же нам тут расскажут карты про вас, для вас? Что произойдет до конца июля? С чем будут связаны эти события? А может быть, ничего не произойдет. Спокойное течение жизни. Хотя, откровенно говоря, для всех, это всех нас касается, могут быть, знаете, такие всплески эмоциональные. Ну, где-то и нас может штормить, накрывать, но и с людьми. То, что мы называем токсичные люди. Это связано с энергией новолуния во Льве. И если раньше, может быть, тоже это было, это во все века и времена возможно. Но раньше это было как в режиме пьяно, а теперь это будет где-то форте, переходящее в крещендо. Может быть и так. Надо быть эмоционально к этому готовы. То есть, ну, вот как совет хозяйки года. Змея. Она наблюдает, анализирует, а потом действует. Действует тогда уже молниеносно. А у вас выпадает любовь. Нам, по крайней мере, карты с этого начинают. Любовь и верность. Знак лебедя. Ладно, идем дальше. Что нам еще расскажут? Покажут. С чем связаны эти события? Радость, мои дорогие. Венок. Сейчас посмотрим, что еще совпадет. Иногда с некоторыми значениями, которые добавляются. Радостное известие у вас, мои дорогие. Я уже не складываю. Конверт. Причем это может быть официальная бумага. Потому что письмо, оно у нас такое с печатью сургучной. Или подписание каких-то важных контрактов. Может быть и пересмотр документов. Может быть и вы ждете какую-то бумагу. То тогда вы ее, скорее всего, получите. Может быть, важные документы, и дорога выпадает, у кого-то виза, вот буквально, ну так, или какое-то приглашение куда-то отправиться. Это могут быть и вопросы работы, почему нет? Опять же, для кого что актуально, мы все разные. И хоть объединяет один знак зодиака, а все равно задачи у каждого свои, правда? Смотрю, что у вас еще совпало. Вы знаете, у кого-то действительно может быть до конца июля такое судьбоносное событие, предложение. Это может быть связано с предложением как и по работе, может быть в личной жизни, или когда решение вы будете предпринимать по текущим ситуациям, и в зависимости от того, что вы услышите, и это решение будет связано с выбором. Вот когда вообще крест, и у вас еще выпадает венок, это именно что-то судьбоносное. Плюс у нас еще и выпадает конверт, поэтому я могу предположить, что для кого-то из вас это будет связано еще и с получением извещения или документа. Может быть, кстати, встреча какая-то судьбоносная. И этого я тоже не исключаю. Крест и венок. И рядом у нас лицо. Наверное, поэтому и называется пасьянс. Потому что цыганка прорисована, но само по себе значение в этом пасьянсе имеется в виду лицо, как человек, которого нам только предстоит узнать. Мы его не знаем хорошо, но, может быть, это какие-то контакты мимолетные, не на долгий период времени. Но я должна сказать, у кого-то очень интересная конфигурация получается. Вот смотрите, у вас еще совпадает
сердце, и понятно, что это любовь. Но, мои дорогие, есть еще и нож, разбитое сердце. Хотя нам сказали, что здесь верность и любовь идет лебедь. И поэтому у кого-то, знаете, момент исцеления от прежних разочарований, от прежних сложных отношений, может быть, таких качелеобразных отношений, от какой-то тягостной истории, которая, может быть, тянулась длительное время. И может быть, вполне вероятно, как завершение одних отношений и начало других. Или просто, может быть, это как новое знакомство. Ведь нам карта, точнее, значение цыганки говорит, поскольку ты не знаешь человека хорошо, поэтому ты тут не торопись, Овен с места в карьер. Ты, опять же, пронаблюдай. Но у вас еще и выпадают добрые перемены, часы– это именно добрые перемены. Что-то меняется. Но и вторая половина июля, она даже астрологически связана с переменами. И вы можете прочувствовать энергии, как минимум, новолуния во Льве. Наиболее активно Лев, как и вы, принадлежит к знакам зодиака стихии огня. И это энергии самодостаточности или самовыражения могут стать на первый план для кого-то из вас. Это работа и деньги. Или каким образом к вам приходят, откуда, как вы их зарабатываете. У кого-то это может быть как личное дело, ремесло, творчество, ваш творческий проект, признание, да, и когда вы будете буквально окрылены тем, что у вас вот постепенно как будто фортуна к вам разворачивается лицом. И вот это именно для творческих людей с учетом всего, что я вижу. Это ваше признание. Поэтому определенно для тех, кто или продумывает, или делает первые шаги по осуществлению своей какой-то задумки или проекта, с элементом того, что именно вы создаете, мои дорогие овны, или вы там что-то креативите. И для вас это, знаете, может быть такое волшебное время, когда большому кораблю большое плавание. Но будьте готовы эмоционально, потому что, ну, не все, наверное, будут искренне радоваться. Увы, в нашей жизни бывают часто и завистники. И все же не случайно лебедь выпал. Мы говорили про искренность и верность. Поэтому мы можем переложить, конечно, и на личную жизнь. Но я точно так же могу сказать, что есть пусть один человек, который за вас способен искренне порадоваться. И этого уже в наше сложное время этого уже достаточно. И пока я с вами говорила, смотрю, что мы можем еще с вами соединить, поскольку он наш пасьянс, мы можем по вертикали и по горизонтали соединять крайние ряды. И вот я пока ничего не вижу. А нет, вижу. Сори. Вот когда выпадает голубь, это значение благополучия. Это вот, знаете, пусть у нас какой-то период или за какой-то день все переворачивается с ног на голову. В итоге все равно все заканчивается благополучно. Или вот те вот добрые перемены, может быть, где-то с элементом и неожиданности. Я такое допускаю. И неожиданностями, ну что там говорить, уран в близнецах, тут можно ждать всего чего угодно. От неожиданных новостей до каких-то как ломка шаблона. Мы сами меняемся, вокруг нас жизнь меняется. Я думаю, каждый это в той или иной мере ощущает. И вот все, пока я с вами говорю, просматриваю, что мы еще можем соединить, ну вот уже я не нашла. Поэтому мы идем с вами дальше. Я все сказала. Так что же там за неожиданные события ближайшего будущего? С чем они будут связаны? Давайте узнаем. Неожиданности. Пусть это будут приятные сюрпризы. Что нам расскажут карты? Шестерка кубков. Во-первых, это может быть как и само по себе вдохновение. Это может быть и возврат какого-то человека, которого вы знали давно. Но это могут быть просто приятные контакты, мои дорогие. Правда, тут какие-то контакты, как с единомышленником. Иногда называют эту карту ностальгией, может быть, кого-то и накроет эта ностальгия. Я должна сказать, что вторая половина, ну, уже где-то 20 после 20-24 у нас идет новолуние. Поэтому могут появиться бывшие люди, может быть, это партнеры, ну, может, у кого-то и по работе, но больше тут личная жизнь. И будьте бдительны, если прежняя история, ну, как-то закончилась фиаско или грустно,
Благоразумие нам помогает, потому что вряд ли проблемы те, которые были раньше, они сами по себе куда-то исчезли. И у вас очень, посмотрите, действительно в неожиданностях приятные сюрпризы, я бы сказала. Тут и какое-то продвижение по восьмерке пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Да, работать будет, или работы будет много, или придется, может быть, много перемещаться, конкретно что-то вам делать. Но оно того стоит. Но, тем не менее, какие-то приятные сюрпризы, они у вас будут. Приятные эмоции, может быть, поздравления. Ну, вот какая-то радость у вас определенно есть. И это вам дает возможность, вот как и финансовая какая-то стабильность, но восьмерка пентаклей, знаете, это больше прогресс. То есть мы уже какой-то, пусть на начальном кто-то, кто-то не на начальном, а уже вполне на очень высоком уровне профессионализма, профи, продолжает работу по этой карте. И еще новые бонусы или продвижение по службе, построение карьеры, признание, опять же, вашего творчества. И все вот эти добрые энергии, складываясь в единый узор, вам дают возможность более уверенно смотреть в будущее. Вам не захочется где-то подзастрять. Вы, скорее всего, будете что-то планировать. Причем у вас тут именно что-то получается. Или, может быть, это связано, как я говорила, с радостным известием. Или вот эти более оптимистичные энергии, потому что признают, допустим, ваше творчество. Тут есть какие-то бонусы определенно, которые вы, даже если что-то планировали на будущее, я могу предположить, что вы могли задуматься, ну, допустим, о каком-то проекте и даже где-то планировать на определенный отрезок времени. А здесь что-то может даже как ускориться. Или вы, мои дорогие овны, начнете как-то более активно смотреть в будущее, потому что есть причина, стабилизируется ваше положение. Или вы видите, допустим, ваш труд, или ваша экспертность, или ваше творчество находит отклик. И стало быть, мы, конечно, нас это и окрыляет, и вдохновляет, но и делает увереннее. В плане нашей самодостаточности тут, конечно, какой-то положительный момент будет определенно. Ладно, давайте мы с вами узнаем, как знаки судьбы. Достанем тоже 3 карты. И какие нам тут подскажут советы королева кубков. Королева кубков карта любящего человека. Вообще это симпатия, эмпатия сама по себе, гармония и альтруизм вот по этой карте проходит. А с чем это связано? Может быть, у кого-то банально просто это семейные отношения или взаимоотношения с вашими родственниками. Но, видимо, как мы все разные, по пасьянсу я говорила, у кого-то завершение грустной истории, аркан правосудия. То есть или это по этой карте могут еще такую ситуацию говорить. Пусть это не личной жизни касается. Если мы сказали королева кубков, это сами по себе что-то доброе и оптимистичное. И когда наш успех с нами кто-то разделяет. И правда может проиграться такая ситуация, когда вы чувствуете, как какие-то прежние неудачи, они как будто отступают. А ваша настойчивость, мои дорогие овны, может быть, вы длительное время развивали какой-то свой проект или настойчиво трудились. Вот здесь приходит, правда, по аркану правосудия признание. С одной стороны, карта кармы, безусловно. Но и с другой стороны, это ведь всегда поговорка, да, соответствует у нас, что посеешь, то и пожнешь. И поэтому, если мы там посеяли что-то хорошее, то, скорее всего, что-то благополучное мы получаем. Или как плоды труда своего. Вполне вероятно, у кого-то это в той или иной степени проигрывается. Может быть, это будет связано как, ну, к примеру, вы кому-то помогали. А здесь нам, как пространство, Вселенная возвращает вот то доброе зерно, которое мы посеяли когда-то, пусть это руками других людей. Но, к примеру, как ну, какие-то двери нужные открываются. Или в нужный момент мы встречаем, опять же, нужного человека. Это может быть такая ситуация, когда в какой-то момент тысяча дорог как в одну точку сходятся. Вот вполне вероятно. Но повод для радости будет. Поэтому единственное, если мы рассматриваем уже как знак судьбы, с одной стороны, да, тут буквально сама по себе судьба. Но есть еще и другая подсказка. Максимально Овен
сделать что-то по закону. Или вот с чем вы или с кем вы взаимодействуете. Постарайтесь, чтобы все было у вас как и по закону, так и не просто на словах, а вот как-то оформлено документально. Нам ведь и пасьянс тоже подсказывал. Вполне вероятно, вот этот конверт, он будет говорить о том, что то, что прописано, говорят, пером не вырубишь, топором. Да если еще и добавить сюда, когда это все сделано по закону, то тогда вас закон бережет. То есть вот это такой тонкий нюанс. Вам дает тогда это больше спокойствия, уверенности или уверенности в планировании, потому что завтрашний день вы как будто даже хотите приблизить, может быть, побыстрее где-то. Вы видите, что у вас сейчас что-то получается, но не торопитесь, это не совсем время для спешки, для скорости. Ни одна карта нам об этом не говорит. Для кого-то из вас правосудие. Может быть и такой момент, когда в чем-то мы совершили оплошность в прошлом, и вам придется этот вопрос один на один решать. И тогда тут тоже нечего тушеваться, тут надо рассмотреть все варианты. Или конкретно обратиться к юристу, или к какому-то специалисту, может быть, к чиновнику. Узнать самое главное, если мы говорим по правосудию, это порядок, это регламент. Вот как работает регламент, порядок в отношении вашего вопроса. Но не сидеть и буквально не страдать, вот как на этой карте. Человек смотрит на 3 кубка, и если нам пространство возвращает на доработку какую-то тему или вопрос, ведь нет ничего невозможного, значит, какую-то работу над ошибками мы должны сделать. Иными словами, вот как этот мальчик Паш, как будто приносит этот кубок человеку, и он в недоумении, почему человек даже не смотрит в его сторону. Вот для вас как будто альтернативный какой-то вариант решения того или иного вопроса есть. И карта настоятельно, это как знаки судьбы, вам и говорит, посмотри какой-то другой вариант. Или рассмотри другую возможность. Или, может быть, с участием других людей, если есть какой-то камень преткновения. Вот именно так, мои дорогие овны. Волшебное время. Ну, может быть, мы все разные, и бывают у нас такие неожиданные какие-то, хотя это не неожиданность, скорее всего, вот как знаки судьбы. Я бы сказала, ведь в неожиданностях у нас тут как раз какие-то бонусы или что-то приятное. Ну, может быть, несмотря на какие-то приятные даже моменты до конца июля, мои дорогие овны, есть тема по аркану правосудия, когда вам все нужно расставить по своим местам. Иными словами, как-то навести порядок в жизни. Больше определенности должно быть, потому что вы уже как бы одной ногой где-то там в будущем. Вам не хочется даже оборачиваться назад. Вот такие энергии могут быть. Перекладывайте на себя. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.